Всем привет! Уже вошло в многолетнюю традицию, что в конце января каждого года мы получаем статистику угонов легкового автотранспорта от ГИБДД, обрабатываем ее и в феврале выпускаем сводный рейтинг угонов, который позволяет нам ориентироваться в потребностях черного рынка и на основании этого делать прогнозы и строить эффективную защиту от угона тех или иных моделей автомобилей. В этом году мы сделаем обзор более насыщенным, поэтому совместим демонстрацию статистики по количественным показателям и удельному весу. Однако, перед тем, как начать, мы все же зафиксируем один очень важный момент. А именно то, что за прошлый 2018 год количество угонов сократилось на 20% по отношению к предшествующему периоду. И это при условии, что первичный рынок вырос на 12%. Это поистине очень существенный разрыв. Одной из причин этого стала, конечно же, деятельность ресурса «Угона.нет», который еще 10 лет назад занял активную позицию по искоренению уязвимости дополнительных охранных систем, которые в 99% случаев были подвержены электронному взлому. Мы провели более сотни семинаров в автоклубах, а также массированное давление в форумах и социальных сетях для того, чтобы вынудить крупнейших игроков рынка Car Security отреагировать на наш посыл. В итоге с некоторыми даже пришлось вести многолетнюю судебную тяжбу, которая, конечно же, закончилась победой правды. Ну а многие производители благодаря этому посылу хорошо подтянулись. Тем не менее, на сегодняшний день подавляющее количество, то есть более 95% дополнительных охранных систем 2019 модельного года защищены от таких современных электронных отмычек, как мануфактурный код-граббер или ретранслятор. Еще одним фактором стала демонстрация угроз, которые неоднократно показывались на нашем канале, что повлияло на решение о повышении уровня защиты от угона для многих автовладельцев. Перечисленное выше, конечно же, отразилось на сложности хищений транспорта, росте рисков для угонщиков и, как следствие, на падении общего числа краж автомобилей. За граница нам поможет. Запад с нами. Теперь давайте взглянем на рейтинги угоняемости по странам-изготовителям. В этом сезоне мы видим легкое перераспределение. Корейцы поднялись на 3 пункта вверх, и, судя по всему, этот тренд сохранится, так как по доле рынка именно эти машины стремятся занять первое место по сбыту в России, что в целом заметно по первичному авторынку. Угоняются эти машины, как правило, за счет легкого обхода штатных противоугонных систем. Это подмена электронных модулей. Ну а если на них установлена дополнительная сигнализация, то в подавляющем большинстве случаев это потоковая установка, не представляющая преграды для опытного угонщика. Распределение по маркам. Здесь ситуация почти не меняется много лет, и первое место занимает бренд «Лада». Чаще всего основные риски хищения связаны с легким обходом заводских охранных устройств, либо применением дополнительных азиатских охранных систем бюджетного класса, поддающихся простым методам нейтрализации. Среди моделей машин первые 3 места остаются неизменными. Это Solaris 1265, Kia Rio 976 автомобилей и Toyota Camry 695 штук были похищены. Причем, как мы помним, для новых систем Toyota 2018 модельного года ситуация с электронным взломом не изменилась, а даже облегчилась путем добавления ко всем ранее существующим методам вскрытия через коншину и запуск при помощи аварийного кода. Если говорить о распределении угонов по признаку удельного веса, то здесь картина несколько иная. На первом месте весьма популярная в СССР 21-я «Волга», ставшая на сегодня коллекционной. Кто заказывал такси на Дубровку? За год эта модель поднялась аж на 7 пунктов вверх и стала самым востребованным у угонщиков автомобилем среди эксплуатируемых в России на начало 2019 года. Спортивный Nissan GT-R опустился на 2-е место, а на 3-е вышел Genesis. Это бизнес-модель от производителя Hyundai, снова кореец. Он набирает спрос не только на первичном рынке, но и, как видим, у угонщиков тоже. Похищается каждая 5-я из 1000 машин парка. Теперь давайте посмотрим на статистику угонов в премиальном сегменте. Возглавляет рейтинг Lexus LX. Предыдущее поколение этой модели после угона идет чаще всего на запчасти. На практике угонщики используют стандартные методы взлома через обрезание проводки к клаксонам, завязанным на заводскую сигнализацию, взлома замка водительской двери и прописыванию нового ключа через диагностический разъем. Более свежие модели угоняются чаще при помощи ретрансляции сигнала штатного бесконтактного ключа. Еще раз напомним, как это выглядит. После включения так называемой удочки угонщику требуется находиться за стенкой около квартиры, в которой находится хозяин машины. Однако точное расположение квартиры угонщикам неизвестно, и здесь их ждет эксперимент с подбором правильного варианта. Нет сигнала, давай дальше. Как видим, первая попытка не удалась, и по команде через сотовый телефон помощник с ретранслятором перемещается ближе к входу в другую квартиру.
Антенна, находящаяся в сумке, имеет достаточную мощность для генерации сигнала, который пробьет железобетонную конструкцию стены и соберет на себе ответный сигнал ключа автомобиля, лежащего в прихожей. На этот раз попытка успешная. Происходит обмен данными между ключом, двумя ретранслирующими модулями и автомобилем, то есть удлинение дальности действия родного ключа. Дверь открывается, снимается с охраны штатная сигнализация, и угонщик, включая систему подавления спутниковых систем, проникает в салон и проделывает повторную процедуру для запуска двигателя. Причем данная методика угона относится не только к премиальному сегменту автомобилей, но и ко всем остальным машинам, в составе комплектации которых присутствует бесключевой доступ. По данным тестирования ассоциации ADAC, это крупнейшая автомобильная ассоциация в Европе, в январе 2019 года было проведено очередное тестирование. Предыдущий схожий тест проводился 3 года назад. Так вот, взгляните на результаты свежих испытаний. Мы видим, что в них приняли участие множество современных моделей машин различных годов выпуска, и все они подверглись электронному взлому при помощи ретрансляции сигнала штатного ключа. Это большинство всех известных брендов машин, выпускаемых в мире. На удивление не поддались вскрытию свежие модели Land Rover и Jaguar. Вероятнее всего, в них уже применяется другой принцип передачи сигнала, более защищенный от подобной методики взлома. По удельному весу премиальный сегмент распределен несколько иначе. Однако все так же лидирует Lexus, но уже модель ES. За ним идет Cadillac Escalade. Из тех и других угоняется 4 из 1000 эксплуатируемых в России машин. Тройку замыкает Lexus LX, которых на 1 января 2019 года угоняется каждая 3-я из 1000. А вот таким образом распределилась статистика по удельному весу угонов сегмента SUV. На первом месте модель Kia Sportage 4-го поколения с коэффициентом 2,4. И опять корейцы двигают других производителей. Mazda CX-5 по занимаемой доле опустилась на 2-е место. Более детальную статистику по всем моделям вы можете увидеть, перейдя по ссылке в описании к данному видео. Бабуська, туда не ходи, сюда ходи. Несмотря на спад хищений в 2018 году, мы видим все то же распределение по защищенности среди угнанных машин. 80% из похищенных были оборудованы только заводской охранной системой, а 20% были оборудованы дополнительной сигнализацией, находящейся в списке электронной отмычки под названием «Код Граббер». Призываем всех автовладельцев защищать свои автомобили правильным оборудованием и руками грамотных мастеров. Ты как так-то подгоняешь? Ты что, не видишь, что напряжение совпадает? А? Ну-ка дай. Уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Таким образом, мы продолжим снижать статистику угона и в этом сезоне. С вами был «Эксперт угона нет». Следите за нашими выпусками и оставайтесь в безопасности. Пока.